Всем привет, друзья! Представьте, что вы почистили кэш в телефоне. Сразу же чувствуешь облегчение, и телефон начинает работать лучше. Таким же образом можно улучшить свою жизнь, почистив свой мозг. Сегодня поговорим об информационном мусоре. Научно-технический прогресс бесспорно дал человечеству множество благ, но есть в нем и побочные эффекты, такие как информационный взрыв. Информационный взрыв – это лавинообразное увеличение объемов информации в масштабах планеты. Сегодня за 1 минуту отправляется порядка 180 миллионов имейлов, 18 миллионов сообщений в WhatsApp и просматривается порядка 4,5 миллионов видео на YouTube. За 1 год в мире генерируется больше информации, чем за всю прошлую историю человечества. И сам по себе информационный взрыв – это удивительное явление. Но проблема заключается в том, что большая часть этой информации бессмысленна, бесполезна, а то и вредна для человека. Самый популярный таймкиллер сегодня – это чтение лент социальных сетей. Мы бездумно поглощаем огромное количество пустой информации, хотя это бесценное время нашей жизни, потраченное впустую. Я уже не говорю про рекламу, которая долбит наше сознание изо всех щелей. Из интернета, телевизора, по радио, на улице, в общественном транспорте и так далее. Среднестатистический горожанин получает порядка 12 тысяч рекламных объявлений глазами в сутки. Весь этот мусор влетает в наше подсознание и иногда так глубоко там застревает, что ты невольно начинаешь задумываться, а не купить ли мне новые кроссовки, телефон или еще какую-нибудь ерунду. Ведь вы этого достойны. То есть вы понимаете, что вся эта информация влияет на наши решения, настроения и взгляды. Но реальная проблема заключается в том, что это создает информационную перегрузку, которая уже является причиной совершенно не иллюзорных расстройств психики. Поэтому одно из главных умений в современном мире – это не читать, не смотреть, не слушать ничего из того, что не нужно тебе в данный момент для решения твоей задачи. И самый главный критерий отбора информации, который может применить любой человек вне зависимости от сферы деятельности – это задать себе вопрос, а полезна ли для меня информация, которую я сейчас потребляю? Приближает ли она меня к моим целям? Помогает ли она мне стать лучше? Если да, то все хорошо, а если нет, то зачем ты тратишь на это свою жизнь? Дело в том, что буквально несколько лет назад я сам, так же как и все, целыми днями залипал в игры, сериалы, приколы, вечно читал ленту соцсетей, строил какие-то фермы и занимался прочей ерундой. Но избавившись от всего этого мусора, я как будто родился заново. Реальная жизнь оказалась гораздо интереснее и увлекательнее. И я хочу поделиться с вами некоторыми рекомендациями. Во-первых, просто вырвите антенну с корнем. Телевизор – это пустая трата времени, в особенности новости. Кроме чувства тревоги, ничего хорошего новости вам не дадут. Если это действительно важные новости, вы в любом случае о них узнаете. Общество отфильтрует и будет говорить о важном. А то, что в Самарской области вырастили самого большого гуся, можно пропустить. Лучше обратите внимание на свою собственную жизнь, на то, что происходит с вами и с вашей семьей. Сами по себе соцсети не хорошие и не плохие. Это просто инструмент. Здесь можно найти и полезный, и бесполезный, и вредный контент. Просто жестко и беспощадно отфильтруйте ненужные группы, подписки и каналы. Оставьте только те, которые действительно приносят вам какую-то практическую пользу. И потребляйте контент последовательно. Не стоит прыгать со вкладки на вкладку, превращая информацию в несвязанную кучу. Прочитали статью или посмотрели видео, сделайте паузу. Осмыслите, пусть информация усвоится. Отдыхайте иногда от информации. Гуляйте на свежем воздухе, навещайте родственников и друзей, общайтесь вживую,
занимайтесь спортом или каким-то другим хобби. И обязательно установите время без гаджетов. У меня это 2 часа до сна и 2 часа после пробуждения. Кстати говоря, именно эти 2 интервала критически важны, потому что прямо перед сном доступ к нашему подсознанию приоткрывается, а подсознание – это самая уязвимая часть нашей личности, не стоит ей рисковать. А с утра сознание только просыпается, и не стоит сразу же вливать в него какую-то информацию. Как день начнешь, так его и проведешь. Позвольте себе начать его в тишине и спокойствии. Ну и, конечно, медитация. Медитация помогает очистить ум от уже накопившегося мусора. Когда ты закрываешься от внешних источников информации, твой ум еще прокручивает какие-то мысли определенное время. Но постепенно они успокаиваются, затухают, становятся тоньше, и в результате твои мысли становятся более ясными и свежими. И это на самом деле самое главное, потому что многие люди более или менее заботятся о том, что они говорят и делают, но почему-то никто не заботится о том, что он думает. Хотя слова и поступки – это лишь проекция наших мыслей. Мысль всегда первична. И с этой точки зрения гигиена нашего ума, гигиена наших мыслей – это самая главная чистота, которую нам следует соблюдать. Поэтому, друзья, очищайте и больше не засоряйте свой кэш. Пусть ваш ум будет чистым, ясным и спокойным. Всем мир!